Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам покажу часы компании Q&Q. Q&Q – это подразделение Citizen, которое делает бюджетные часы. Это качественные японские часы, но более дешевые, чем непосредственно часы, выходящие под брендом Citizen. Эти часы когда-то были вершиной, можно сказать, часовой индустрии кварцевой. Это была очень технологичная модель для своего времени. Эти часы выпускались во времена, когда еще не было сотовых телефонов. Более того, не то что сотовых, которые с симками, да, которые сейчас с сим-картами у людей, но и даже не было таких телефонов, как Фора, Дельта, связи, которые без сим-карт работали. Это еще был век обычных домашних дисковых телефонов. Это были 90-е годы, самое начало. Вот. Почему я это все говорю? Потому что в этих часах есть такая функция, как телефонная записная книжка. Это была, пожалуй, первая модель, в которой была записная телефонная книжка. И помимо этого был полноценный календарь. Вот видите, вверху календарь. Он каждый месяц меняется. Здесь действительно совпадают дни недели, то есть понедельники, воскресенья. 7 февраля 2021 года. И вот 7 февраля, здесь воскресенье. В английской системе воскресенье это первый день недели, поэтому вот 7 это первый ряд идет сверху, воскресенье. А окончается неделя субботой. Вот такие вот интересные часы. Помимо календаря на них индикация времени, часы, минуты, секунды и полностью день недели и число, включая год. Часы эти водонепроницаемы на 5 бар, то есть на 50 метров водонепроницаемость у них. Вот эта клавиша подсветка. Подсветка весьма достойная. С обратной стороны крышка завинчивающаяся. Вот, на ней написано Q&Q, Water Resist 5 бар. Сзади крышка железная, сам корпус из пластика, но он хромированный. И этим часам, наверное, лет 30 уже. Поэтому, конечно, хром стал облезать, но тем не менее они очень классные. Браслет железный, браслет очень клевый. Хорошая регулировка, очень легкая. Вот эта вот шторка отгибается вверх. Передвигается каретка как угодно вам, под любую руку можно подогнать. Когда-то эти часы, естественно, считались такими брутальными мужскими часами. Но сейчас, в наш век, женщины стали носить часы более большие, чем раньше. И сейчас это уже скорее женская модель, нежели мужская. Если кто-то будет носить эти часы, то они уже ближе такие к женским часикам. Вот. То есть для сравнения я вам покажу, как сейчас уже вот Casio мои выглядят, которые я сейчас ношу. То есть видите разницу, да? Уже намного больше стали часы, но раньше были вот в моде именно вот такие вот часы, миниатюрненькие. Такие громадные, громоздкие часы не делали. Вот индикация здесь на нескольких языках. У меня сейчас включена на русском. Но тут очень много языков в этих часах на самом деле. Настраиваются эти часы вот этой вот кнопкой. Внизу слева нажимаете, держите ее 2 секунды. Вот, замигали секунды. Вот, секунды эти можно обнулить, нажав верхнюю кнопочку. Сейчас я, кстати, синхронизирую со своими часами Casio, чтобы они абсолютно точно ходили. Вот, секунды. Дальше нажимаем минуты, можно подвести вперед. Дальше часы, соответственно, следующая секция. И вот так вот удобнее нажимать. Вот. То есть часы, дальше год,
месяц, день недели. Дальше 24-часовой формат или 12-часовой формат. То есть вот 12-часовой формат, 24-часовой формат. Дальше часовой пояс. У меня выбран московский. То есть вот он регулируется вверх-вниз. Дальше. Летнее время включено-выключено. Сейчас выключено. Язык вот русский. Вот здесь куча всяких языков. Их очень много. Вот и дальше вот стандартный часовой режим. Эта вот кнопка за настройки часов отвечает. Вот эта вот кнопочка переключает режимы. Для тех времен в этих часах режимов очень много. Вот это вот записная книжка телефонная. Также вот держите эту кнопочку и можно вводить символы. Допустим, видите, всякие символы, всякие буквы. То есть вот эта вот кнопкой плюс-минус. Вот, допустим, буковка А. Дальше нажимаем следующий символ. Допустим, буковка Б там, да? Следующий символ. Допустим, еще буковка. Что у меня тут получилось? Ава, да, там? Дальше нажимаете вниз. Переезжаете курсор. Вот здесь вот имя записали. И внизу пишите телефон человека. Ну, допустим, вот циферка 1. Это все очень медленно, все очень долго вводить надо. Ну, допустим, телефон 112, да, напишем. Вот. И какую-нибудь пометочку еще из цифр. Телефоны семизначные в те времена были. Сотовой связи не было там 8, 9, 2, 1 и так далее. Были городские телефоны у людей. То есть вверху имя, дальше телефон. И здесь дополнительные какие-нибудь цифры. Можно было индекс, код города там записать, еще что-то. Вот. И вот так вот сохраняли запись. Все, вот сюда вот нажали, запись сохранена. Записная книжка на 30 номеров. Вот этими вот они вверх-вниз листались. То есть вот у нас записная книжка 1 есть. Сейчас держим. Какие-то символы понаписать, да, чего угодно тут. Ну вот какое-то еще имя пишите. Ребят, я не буду очень так стараться. Потому что это реально очень долго. Вот, дальше тут пролистываете вот этой вот кнопочкой. Все время нажимаете. И вот номер телефона. Также, допустим, да, вводите. Ну давайте введем 911 для разнообразия, да? Вот 911 пусть будет. Вот, и верхний сохраняем. Вот, установить. И теперь вот у нас, видите, вот вверху ячеечка, что 28 свободно точечек, а 2 заняты. Вот юзер 1, вот телефонный номер, здесь вот телефон, да, там 911 телефонный номер или 112 номер, ну имя пишите. Ну, понятно, да, что это пример. То есть, допустим, там дядя там такой-то, рабочий телефон там, или там тетя такая-то там, рабочий телефон или домашний. Тогда не было сотовых у людей, еще раз повторяю, были только домашние телефоны и рабочие у людей. И вот такая вот книжечка всегда с собой на руке. Очень даже было неплохо. Ну, недостаток самый большой, помимо того, что вот так вот тяжело было заполнять эту книжку, это то, что при смене батареек все данные из книжки стирались. И как только батарейки вы меняли на новую, вам надо было все заново забивать вручную. Не знаю, насколько это удобно, но за отсутствием альтернативы и отсутствием сотовых телефонов, в общем-то, весьма неплохой вариант был, что хотя бы была такая вот возможность. Дальше идут будильники. Вот будильник 1, 2, 3, ну и так далее. Это будильник включить-выключить. 5 будильников. Дальше. Помимо будильников был секундомер. Вот эта вот кнопка, он запускался. Вот он. Это останавливался. Ну, как бы круг. И сбрасывался.
Вот так вот обнулялся он. Дальше. Таймер был. Таймер, опять же, этой кнопочкой устанавливается, допустим, там на 10 минут, на час, насколько хотите. И запускался. Дальше. Мировое время. Вот, ну то есть, сейчас вот 0. Да, пояс часовой. +1, +2, +3. Вот соответствует московскому времени, как на часах выставлен. Дальше календарь. Календарь можно было месяца перелистывать, смотреть разные. Вот там, да. 4-й месяц, 5-й, 6-й. Вот здесь вот вверху календарик на самом деле меняется. То есть можете посмотреть в июне, какие дни недели будут. Вот. И дальше текущее время просто. То есть вот такие вот забавные часы. Часы тоненькие, легенькие. Стоили они, цифру 700 помню, а вот чего не помню. То ли 700 рублей, то ли 700 тысяч рублей. Это по тем временам примерно как сейчас бы они стоили, ну где-то 1003-3,5, вот так вот, по-современному. То есть дня 2 на них надо было работать, чтобы купить такие часики тогда. Ну, очень достойная моделька. В общем, вот. На руке часы смотрятся вот таким вот образом. То есть маленькие, аккуратненькие. Не хочу браслет застегивать, эту каретку перемещать. Вот, поскольку отдал я их тоже своей супруге уже давно, так как они действительно сейчас как женские считаются. Под размер подогнаны. Но на мужской руке они тоже смотрятся в принципе ничегошно так. На этом обзор часов Q&Q заканчиваю. Часы весьма необычные, очень технологичные на свое время, очень удачные. Бегут они на 10 секунд за месяц примерно. Не скажу, конечно, что как вот у современных часов, но тем не менее тоже, ну что скажешь, кварц есть кварц. Часы они всегда были весьма точными. Вот, поэтому, ну, за 3 месяца убегают где-то на полминуты эти часики. Вот. На этом обзор заканчиваю. Может, кому-то интересно было вспомнить, что такие часы когда-то существовали. Все, всем пока, до новых встреч. Комментируйте, ставьте лайки. Пока-пока.